От пациентки. 5 дней болит перегородка и хрящ носа. Сначала локализация боли была у переносицы, сейчас где горбинка носа. Идут слезы, насморк. Как будто что-то давит, мешает, болит. Частое чихание. Чувство распирания. Нужно понять, это лор проблемы или аллергия, псевдоаллергия. Консультативное заключение по представленным КЛК-томограммам пациентки 1991 года рождения. Дата исследования. 17 декабря 2025 года, область исследования. Околоносовые пазухи, медицинская документация не представлена. Представленные томограммы субоптимального качества за счет множественных артефактов, низкого соотношения сигнал/шум. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Остеомиотальные комплексы с обеих сторон проходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Клиновидная пазуха, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовы пазухи, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Соустья проходимы. Полость носа, пневматизация сохранена, патологических включений в полости носа не выявлено. Носовые ходы проходимы. Носовая перегородка S-образно искривлена. В передней половине смещена влево на 4 мм. Сосцевидные отростки височных костей с обеих сторон частично вне зоны сканирования. В зоне сканирования их пневматизация сохранена. Заключение. КТ-картина искривления носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 17 декабря 2025 года КМН. Доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Данное исследование не КТ-пазух, а КЛКТ – исследование, предназначенное для исследования зубов. Поэтому зубы получились хорошо, а пазухи плохо, и частично они вне зоны сканирования. Потому что есть признаков воспаления, отека слизистой оболочки в пазухах нет. Есть искривление носовой перегородки. Вам имеет смысл обратиться к лор-врачу.